при всем том, что и был я в Карпатах много раз, но в этот раз оказался не совсем подготовленный, потому что кроссовки, которые я взял, просто не успевают здесь высыхать. Поэтому Александр меня прокачал современной обувью. Вот в таких чоботах будем ходить. Оп. Оп. Красота. С утра погода непонятная, поэтому была мысль, что поедем сейчас, посмотрим на водопад Шипот, который здесь по месту. Займет это все равно у нас где-то около часа. А там посмотрим дальше по погоде, куда будем двигаться. Этого я в 2011 году не помню, когда здесь был. Водопад Шипот и село Пилипец в моей жизни имеет особое место, потому что это было первое мое знакомство с Западной Украиной. Здесь были первые горы, которые я увидел, и здесь я научился кататься на сноуборде. Это самый известный водопад в регионе, поэтому очереди здесь обычное дело. Так, ну мы пошли поближе. В своем омуте памяти я нашел фотографии, которые делал в этих местах в 2011 году. По своей давней традиции я пью из водопада. И да, традиция началась именно здесь в 2011 году. Могу с уверенностью сказать, что летом этот водопад лучше, чем зимой. Клади ему грошики. А тем временем погода наладилась, и я решил всех везти в Синевирскую поляну. По дороге вот заехали на источник минеральный. Течет вроде как типа минеральная вода с Валява, только без бутылки. Ты видишь, люди останавливаются, набирают. Никто не какает. Первая точка моего маршрута располагалась на вершине Синевирского перевала на смотровой площадке. Наши друзья, которые в принципе не видели гор никогда в таком ракурсе, были в полном восторге. Смотреть здесь действительно было что. Сам Синевирский перевал имеет высоту 924 метра, а смотровая площадка поднимается над ним еще метров на 40. Ну и конечно же фото на память. Следующим местом, куда мы приехали на Синевирской поляне, был центр реабилитации бурых медведей. Так, а вот тут Аня нашла уже. Что там? Он сырал, я его снимала. Медведи людей абсолютно не боялись, поэтому спокойненько сидели прямо возле клеток. Хотя в этот момент они могли находиться где-нибудь в лесу, ведь площадь ихних клеток просто огромная. Увидел печенье у Александра и очень преследует его теперь. Да. А это один из самых крупных экземпляров здесь. В общем, место довольно-таки позитивное, особенно с учетом того, на каком фоне живут все эти мишки. Так, а вот все уже карабкаются в гору к Синевиру. 1100 метров надо пройти от парковки. Да, Виктория? Да. Даже вон Аня. И та ползет. О, да. А вон уже сидит Валентайн. Уже чилит. А Саша, кстати, с Олей вообще куда-то прыснули очень быстро. Так, вот Валентин уже на чили, но совершенно не на расслабоне. И грибочки вже назбирали, бачиш, Льоха? Это озеро является одной из визитных карточек региона и всей Украины в целом. Оно находится на высоте практически 1000 метров и является самым большим озером в Карпатах. Так как рыбалка и купание на Синевире запрещено, рыбы здесь много. В нашу программу входит еще вот это вот место. Если кто не видел, вот так выращивают на фермах лосося. Такой чик ухом. Глянь, тын-дын-дын-дын. О, няшки. В этом зоопарке большинство животных контактные и прекрасно кормятся с рук. Нічого, в мене видно. Що, піти? Піти, да.
А этот водопад нашелся просто на трассе. По дороге домой я нашел на Google картах ресторан «Царская гора». Он имеет рейтинг 4,9. Заехали поужинать. И теперь я могу сказать, что в плане еды и обслуживания ресторан оправдывает свои баллы. И как я люблю, здесь было много фирменных блюд, которые я пробовал впервые. Отдельная фишка этого заведения — это вот эти вот, не знаю, как это назвать, пампушки или как. Да. Они готовят прямо, когда ты их заказал, и сразу тебе приносят на стол. Горячие-горячие. Капец. Ольга Ивановна 3 дня просила форель. І наконец-то она вот. А це так виглядає фірменний дерун. Тарілка така по длинній стороні, мабуть, сантиметрів 30. Итак, у нас практически 10 вечера. Валентин решил, что надо бы Есть никто не хотел, но все пришли. Дуже добре, чесно. Кумбрюшечка шикардосовська. Ты врешь? Ні, я клянусь класно. Валентин сказал, что рыбу пить без водки — это так, время терять. Поэтому придется вот чуть-чуть дернуть. Вот не хотелось пить, но надо. Так, опять у нас погодка. Аж шепчет. Туман стоит такой, что видно на 10 метров только. Надо это дело исправлять. Метеор Канто. Пойдет? В этот день наша группа разделилась. Валентин взял половину группы и повел ее собирать грибы, а я со второй половиной группы отправился в село Калачава. По дороге, опять же через Синевирский перевал, мы заехали на ту самую площадку, которая так впечатлила всех вчера. Вчера мы были на площадке. Она так всем зашла, что на следующий день наши девочки решили пойти туда, потому что вчера был минус. Они были на сухую и считают, что половину видов они не оценили. Поэтому сегодня вот все пьют вино. Да. Сегодня день будет наполнен новыми красками. Да. Аллилуйя. Помазание. Село Калачава — это очень живописное село, и вот эти вот горы на фоне это доказывают. Мы приехали в Калачаву. Вот такая тут красота. Тут мы будем смотреть этномузей «Старое село». Ну, вот даже карта есть, то есть музей большой. Ага. 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 Что там? Все нормально? Виды, конечно, здесь просто отличные. Сам музей меня не особо впечатлил, потому что я был во многих подобных музеях, и оно все приблизительно одинаково. Здесь единственное, что есть фишка в том, что есть транспорт и оборудование для лесозаготовок. Но ради этих видов сюда можно приехать. Леха, что там? Так это, наверное, какие-нибудь лисички. Дуже схоже. Каша? Так что могу сказать, сейчас они... В общем, никто грибы не собирался. Ну вот, это мы просто стояли возле музейного экспоната. Это Закарпатье, детка. А вот такого вот я раньше не видел. Волга на железнодорожном ходу. А это дрезина, на которой в принципе даже можно было покататься. Но в такой туристической деревне, как Калачава, с едой оказалось тяжело. Но мы нашли. И вот в нашем алкомобиле задняя галерка, короче, уже подпевает. Не подпевает песням, а подпевает вино. Ну, когда пьют вино, будут подпевать. Мы, естественно, трезвые водители, поэтому мы вот нет. Вот с Лехой мы вообще никак. Вот прямо на Синевирском перевале есть место, которое обозначено как столик для отдыха и родник. Вот такая тут красота. Ну а вот сам родник. О, хорошо. Еще нашлась вот такая вот целая поляна папоротников.
Выехали тут, так сказать, в районе Синевирского перевала. Увидели просто дорогу в горы. Ну и пользуясь тем, что у нас вроде как джип. Вот заехали. Хер знамо куда. Вон наши грибники ползут в леса. Да, вот такие вот виды. А вот сейчас я вам покажу домик Гэндальфа. Называется он в народе Синевирське лісництво. Межгірське лісництво. А тут во дворе что есть? Притормаживаем, Алексей. Мы показываем кролей, которые вон сидят под машиной, а вот еще один бежит. Под прицепом мелкие кроляки. Вон кролик породы бабочка. Я их видел только в каталогах. Ну куда вы? Жопы, жопы. Для половины нашей компании сегодня был последний вечер в Карпатах, поэтому начался он с выпускного класса по трембите. Давай, Алексей. А то уже... О! Нифига себе! Такая пряма. Нихера себе. А потом будет. Black Eyed Peas так. Что-то же было. Ну что-то маленький писк. Не будешь тренироваться, не будет ничего. Аня, надо тренироваться, начинай ночью. Да, пожалуйста. Наш мастер... Наш мастер видувастер. На губу накидастер. Трембиту за щеку вставлястер. Нет, это не он. Вот. Оля, все ждут. Народ ждет. На вечер мы заказали себе чан и ужин с форелью. Больше там съел? Сейчас я вам покажу, как в Закарпатье ловят форель. Вот тут у нас фотограф уже. У каждого был шанс выловить себе форель самому. О, наконец-то! Ура! Все будут с едой. Ага, нормально така. Так, уловчик. Є уловчик. Между прочим, это мои фройлины. Сейчас Виктория обещает показать нам уровень. А его кто-то снимал? Снималась. Доложите обстановку по бассейну. Бодренько. С такого ракурса. Ну, с этого. Нет, смаженный. Господа, что нам не хватает для счастья? Пива не хватает ни хрена. Пиво! Давайте колданем. Акцию пива! Ну, пиво я сразу просрал, но я думаю, будет нормально. Что там говорят? Парео. Так, а сегодня вот Александр нам жарит форель, которую мы ловили. Это Форель будет хорошая? Вот Валентин нам ее всю почистил, помариновал. Сегодня, пока мы были в Калачаве музее и нашли лисички, вечером я решил их посушить, потому что грибов мы наелись. Поэтому вот. Та-дам! А на следующее утро я понял, откуда такая цена на сухие грибы. Сегодня мы приехали на подъемничек. Вон там он сзади меня. Стоит жесткая туча, туман и все. Но
С противоположной стороны, туда, куда мы идем, уже солнышко. Почему? Потому что пришел я на подъемник, а он должен окупиться, чтобы я поднялся не в туман. Це каса совісті. Хто на стільки напісяв, стільки поклав. Іди, Вікторія, іди. На этом горнолыжном курорте я еще не был. Я надеюсь, и не буду. Но летом мы таки попробуем на этот подъемник. Аня, он вообще решила, очень удивилась, что он едет еще и вниз. Она думала, что, короче, вниз надо будет идти пешком. Можете махать. Данный подъемник находится в Межигорье. Поднимает он всех на гору Босничка, высота которой около 800 метров. Цена подъема была 150 гривен с человека. Мы на вершине. Вон там выставные, фотографируют все мгновенно. И себя тоже. Хоть подъемник был и невзрачный, но виды были просто потрясающие. Каждая гривна в цене окупилась. Катаемся мы тут на высоте 1400 метров. Тут есть господа, которые первый раз были на подъемнике. Как у них впечатления? Отличные. Это безумно круто. Ну вот на фоне вот этого вот мы и катаемся. Уже все, 42 позы на фоне гор. До этого момента я был летом на подъемнике всего один раз в Буковеле. И подъемник в Межигорье мне понравился больше. К Ане пришла подруга. А он там, он стоит вообще серьезный винторогий козел. Мы приехали в одно место хитрое. Справа сказать, я даже не знал, что у нас в Карпатах есть что-то подобное. А вот и гвоздь программы, то, ради чего мы приехали. Это гейзер. Ориентировочно гейзер извергается каждые 4 часа. У нас, естественно, столько времени не было, мы погуляли часик, а видео я взял с интернета от тех, кому повезло больше. Из необычного могу сказать, что гейзер этот холодный, и летом люди умудряются даже покупаться. Извергается он в течение 15 минут, максимальная высота струи 3,5 метра. Находится это в селе Вучкове, это где-то 15 километров от Межигорья, и здесь уже сделали хорошую зону отдыха. Все красиво, летом здесь есть кафе, которое называется «Летнее». Вот. Качели. Все красиво. И даже заход для купания. Водичка красивая. Несмотря на то, что здесь уже никого нет, сезон закрыт, в мусорниках стоят пакеты для мусора. Это вызывает уважение. Вот стоят столы, можно приходить, есть, пить. Так, вот такое вот по месту есть дело, минеральное джерело. Вот как это выглядит. Вот сама водичка, вон она прозрачная. Впечатленные подъемником, мы отправились еще на один близлежащий горнолыжный курорт, который называется Иски. Так, мы в Исках. Давно сюда собирался покататься. Теперь понимаю, что делать здесь нечего. Слишком все по-детски. Но 2 кресельных подъемника, это, конечно, хорошо. Ну, кто не успел покататься на лыжах летом, будет, короче, зимой. Да, будет, короче, осенью шариться пешком. Счастливая. Болтыхает ногами периодически. Так что это просто альпийские луга. Подъемник поднял нас на высоту 840 метров над уровнем моря. Это, конечно, не альпийская высота, но выглядит здесь все как в Альпах. Немного погуляв по вершине, мы спустились вниз на обед. Приехали поесть иски. Вот на таком вот фоне. Елки там все дела. Вот сидит, даже Аня довольная. Так, и мне тут принесли. Ну, я вам скажу, поел я тут разных баграчей, но вот этот выглядит вообще интересно. Крупный перец. Очень вкусно. Вот, могу сказать, мы тут делаем своеобразный рейтинг бограчей. Ели их во всех заведениях. Так вот, у нас есть новый фаворит. 6 часов вечера. Завтра нам выезд. Очень ранее, как вы думаете, я собираю сумку? Ну, ни хрена. Лажу по горам. И лажу
Я затем, что собираю лисичек. Не, ну я считаю, это, конечно, да. Это, конечно, просто крутяцкая. Если вы думаете, что я один такой дурак, который здесь лазит. Не, ни хрена. Но Леха сегодня лазил не зря. Я говорю, охренеть, я мимо него ходил, а его должно было быть видно снизу. Вот чего мы здесь лазили. Херова туча лисичек. Вот теперь главное это донести их. Потому что наши друзья были вчера и сказали, идем мы с грибами, навстречу нам идет бабушка с палкой. И говорит, отдайте мои грибы. Вот так вот, чуть палкой не побила. Вот. Мой улов сегодня. Полная мойка лисичек. Сейчас будем их сушить. Ну вот. Дорогие мои, сушитесь завтра до 6 утра. Ну что, мы закругляемся. Наш последний день. Будем чалить домой. Заклинание. Форель, мангал, колбаски и гриби в ведро. Один у нас палочка у місто Дніпро.